Всем привет! Совсем недавно компания OnePlus представила три флагмана: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R. И казалось бы, линейка на этом закончилась, но нас ждет еще один гаджет. Дело в том, что сегодня в сети появились подробности о нежданном смартфоне под названием OnePlus 9RT. Он выйдет в четвертом квартале текущего года и станет первым смартфоном компании под управлением Android 12 из коробки, что, на мой взгляд, является большим плюсом. Основные фишки смартфона — это мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 870, основная камера на 50 мегапиксель Sony IMX766, AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор на 4500 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Как я и говорил, ранее смартфон OnePlus 9RT станет первым смартфоном компании под управлением Android 12. В Android 12 компания Google основательно переработала подход конфиденциальности и безопасности пользователей. Новая панель конфиденциальности объединяет ряд настроек, а также сообщает пользователям, когда приложения отслеживают их действия, получает доступ к информации из буфера обмена или данных о местоположении. Сердцем смартфона OnePlus 9RT выступает мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 870, который показывает, скажем прямо, неплохие результаты в производительном режиме. Процессорная часть разделена: главное ядро с частотой 3,2 ГГц и 3 производительных ядра Cortex-A77 с частотой 2,42 ГГц. Это мощная часть. Вторая часть энергоэффективная: 4 ядра Cortex-A55 с частотой 1,8. Встроенная графика получила название Adreno 650. В состав платформы также входит Hexagon 698. Snapdragon 870 производится по новому, улучшенному 7-нанометровому техпроцессору. Смартфон получил квадрокамеру. Главный датчик установили с разрешением 50 мегапиксель, а именно Sony IMX766. Новый датчик способен собирать на 64% больше света, чем предшественник, а именно датчик Sony IMX586. Он использует уникальную структуру пикселей 2 на 2, позволяет добиваться еще более быстрой и точной фокусировки. Сенсор способен автоматически отслеживать движущиеся и статичные объекты и составлять прогноз в реальном времени относительно дальнейшего развития их движений, заранее выстраивая алгоритм точной фокусировки, что очень и очень круто. Это позволяет делать высококачественные фотоснимки, а также эффективно отслеживать фокус при видеосъемке. А также мы получили вспомогательные датчики на 16 мегапиксель со сверхширокоугольным объективом, 5 мегапиксель макро и 2 мегапикселя для определения глубины сцены. Также хочу заметить, что технология дисплея, как ни странно, AMOLED с кадровой частотой 120 Гц. У этой технологии есть конкретный перечень довольно значимых преимуществ перед своим основным конкурентом LCD. Вкратце их можно перечислить примерно так. Меньше потребляемой энергии. Черный цвет означает, что на пиксель вовсе не попадает напряжение. Очень хорошее рассеивание света, что позволяет значительно расширить угол видимости. Большая насыщенность цветов. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Технология быстрой зарядки позволяет полностью зарядить батарею всего за 39 минут. А за первые 15 минут зарядки устройство получает достаточно энергии, чтобы обеспечить весь день автономной работы. Чтобы не допустить перегрева, в новинке используется 12 температурных сенсоров. А вот для борьбы с подделками служат чипы шифрования в зарядном устройстве и в кабеле. Как сообщается, новинка будет ориентирована на рынки Индии и Китая. Итак, стоимость OnePlus 9RT будет предлагаться за $461 в версии 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, $507 за версию 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также $554 за версию 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.
Также совсем недавно появилась информация, что экран будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5-го поколения. А вот задняя панель будет с антибликовым матовым покрытием Gorilla Glass. Рамка корпуса будет алюминиевая. Также отмечаются двойные динамики и объемный звук Dolby Atmos и поддержка NFC, что является, на мой взгляд, большим-большим плюсом. Также OnePlus приписывают намерение выпустить до конца года 2 смартфона серии Nord. Да, народная серия Nord. Один из них, судя по всему, окажется преемником модели Nord N10 и может называться Nord 20. А вот что будет представлять из себя вторая модель? Большой-большой вопрос на данный момент. Ну что же, ребята, как вы знаете, сейчас Nord N10, начну с данного смартфона. Ну, на мой взгляд, это народный смартфон, его покупают множество людей. Преемник Nord N20 станет очень и очень неплохим решением, продолжением сейчас в наше непростое время. Сейчас, как вы знаете, все в основном люди покупают смартфоны исключительно из того, что должны получить очень и очень крутую производительность за небольшие деньги. И это хорошо, потому что сейчас на рынке очень много производителей, но не каждый производитель может вам предоставить достаточно неплохие характеристики за небольшую сумму. А OnePlus 9 линейка, это, как вы знаете, это ну просто божественная линейка, флагманская, которая предоставляет все самые лучшие наработки компании OnePlus. А также хочу напомнить, если в любом смартфоне установлена операционная система Android 12, то данный смартфон автоматически является очень и очень хорошим устройством. Также хочу заметить, что у данного смартфона, я имею в виду OnePlus 9 RT, стоит очень и очень хороший процессор Snapdragon 870, который показывает, ну скажем прямо, очень и очень неплохие результаты в производительном режиме. Даже данный процессор, скажу я вам больше, подходит для игры на максимальных настройках в PUBG Mobile и World of Tanks, что является большим-большим плюсом. OnePlus 9 RT получился очень и очень хороший смартфон. Для меня единственный минус у данного смартфона — это, конечно же, технология экрана. AMOLED, как вы знаете, сейчас множество людей переходят на IPS экраны. Почему так? Потому что AMOLED экраны не могут предоставить нам хорошую цветопередачу, естественную цветопередачу. А вот IPS экраны могут. Также хочу заметить, что все производители ставят AMOLED экраны из-за того, что они экономят батарею. То основная камера у данного смартфона будет на высоте, потому что все-таки датчик от компании Sony, самый новый, показывает, конечно же, отличные результаты. Ждем данный смартфон. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!